Может ли женщина выйти из отпуска по беременности и родам раньше срока? Если да, как быть с переплатой пособия, если женщина до родов получила положенные выплаты за все 140 дней, и как оформить возврат выплаченного пособия за счет средств Фонда социального страхования? Согласно статье 255 Трудового кодекса Российской Федерации, отпуск по беременности и родам предоставляется женщине по ее заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности, то есть предоставление отпуска по беременности и родам носит заявительный характер. Женщина, находящаяся в отпуске по беременности и родам, вправе прервать его, когда захочет, так как трудовое законодательство не содержит по этому поводу никаких запретов. Целевым назначением пособия по беременности и родам является возмещение утраченного заработка в связи с наступлением отпуска по беременности и родам, то есть выплачивается в период нахождения женщины в указанном отпуске, когда она прекращает выполнять свои функции и получать заработную плату. Одновременная выплата пособия по беременности и родам и заработной платы не допускается. Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине суммарно за весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 в случае многоплодной беременности 84 календарных дней до родов и 70 в случае осложненных родов, 86 при рождении 2 или более детей 110 календарных дней после родов и, как правило, до ухода в отпуск. Таким образом, в случае, если женщина по заявлению досрочно прерывает отпуск по беременности и родам и приступает к выполнению своих трудовых функций, с этого момента ей начисляется заработная плата и, соответственно, пособие по беременности и родам подлежит перерасчету. Справочно-судебная практика подтверждает то, что предоставление отпуска по беременности и родам носит заявительный характер, в том числе и практика Костромского РО постановления от 28 октября 2008 года по делу номера 31357/2008-7 Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа.